user, IM и так далее. Вячеслав, спасибо за видео. Может, уже в каком-то видео вы уже говорили, как часто вы пишете, каждый ли день, и если да, то сколько часов уделяете творчеству в день, ну, по-разному, потому что я слушаю себя. Вот если я прям сильно хочу писать, я пишу, если нет, я не пишу, тут все индивидуально. И могу так, что прям глаза продрал и побыстрее к мольберту, еще даже не чаю попил, сразу что-то исправлять. Мне глаз цепляется, работа развешена везде, и у меня глаз цепляется, моментально сразу приходит решение, что исправить, когда делать, я ставлю. Но даже на пленэрах очень люблю бывать, и пишу много, слушаю себя, потому что это все равно эмоциональный такой выплеск, и нужно отдохнуть после вот нескольких работ, если на пленэре пишешь там целый день, да, все равно вот написал одну, нужно отдохнуть, и, может быть, даже не делать там 7 штук, там 10, а пару, 3, там 4, смотря какой формат, если такую, ну там 30/40, то может быть 1-2 в день. То есть, ну зачем себя насиловать, это же не у Мартена. Вячеслав, юзер опять Ло. Друзья, ну поисправляйте вы своих юзеров, хочется имена читать. Ну в настройках, я уже вот в прошлом видео показывал даже картиночку, куда зайти в гугле. Объясните, пожалуйста, как писать зиму. Ну, надо показывать. Кстати, у меня урок есть, мягкая, по-моему, зима называется. Я в конце ролика еще раз его просто анонс продемонстрирую, чтобы вы заразились этой идеей. Сложного ничего нет. Нужно важную вещь понять. Вот снег, вот нет солнца, например, снег выпал, да? Вот он что впереди, что в середине, что сзади. Одним куском работаете. Не надо ничего там искать особенных нюансов, если их нет. Но вот и на крышах, и на земле, и на каких-то деревяшках снег одного тона. Его нужно целиком сравнивать, все тональности вот этих кусков снега, с небом, например. Ну, может, на чуть-чуть отличаться. Ну, а дальше лучше показывать. Я буду проводить семинар на Академичке в январе. 19-го, по-моему, заезд, так что вы можете еще попасть в эту группу, хотя уже она практически набрана. В конце ролика я сделаю рекомендательное видео с Академички прошлого года, и думаю, что вам будет интересно посмотреть, как мы работали. Если есть солнце зимой, нужно смотреть на тени. Они, как правило, холодные, потому что неоткуда взяться теплу, небо наверняка тоже холодное, оно рефлексирует на тени на снегу. А свет на снегу бывает в сторону теплоты или в сторону тоже холода. Это нужно сравнивать, опять же, с небом, с какими-то другими светлотами. Всегда сравнивайте свет со светом, тень с тенью. И, например, тень на снегу, а как она относится к кронам деревьев, а как она относится к стволам. То есть вот эти вот составляющие вы просто в среднем тоне берете и закладываете. Самое важное – разделить весь мотив на несколько частей. Просто сказать сложно сделать, поэтому-то и на классе это хорошо, когда под руководством, вот прям в деле, вы видите, что надо делать. Ну, уроки, в конце концов. Заходите смело на мой сайт и там полистайте, какие уроки вам подходят. Вот зима там точно есть. 42-й урок я записывал на Академичке, академические дачи имени Репина. Зимний мотив. Мягкая зима он называется. Писать зимой – это всегда удовольствие. Тем более, когда действительно легкий морозец. Ну, там градуса 3, 4, 5. И самая большая награда, когда солнечный день. Нам повезло. Я проводил класс на Академичке и записал этот урок. Мотив простой. Дело потихонечку к вечеру. Состояние такое, когда в небе появляется желтизна, и найти отношение неба к лучу солнца на снегу, сравнить тональные отношения снега в тени, в полутени с небом, в светлых его местах и в таких в полутеневых местах, задача не из легких. Вроде бы просто. Деревья на заднем плане, деревья на переднем, домик Репина. О том, как ведется работа, как выстраивать эти отношения,
Этот урок, как не впасть в детали, как обобщать, как мыслить целостно, я думаю, что он будет вам полезен. 42-й урок. Мягкая зима. Аморалкин. По-моему, художники часто находятся в состоянии самообольщения. Пишешь, радуешься, ай да Пушкин, ай да сукин сын, а года через 2 посмотришь, не Пушкин. Через 2 это уже так долго, может быть, даже на следующий день не Пушкин. По-моему, Евсей Евсеевич Моисеенко, большой художник, на утро вставал, там делал, а потом утром встал, подходил к работе, господи, какой же я идиот, там, ничтожество, что-то плохое, и опять все переделывал. То есть это маэстро. Ну да ладно, и никому нафиг твоя работа не нужна. Даже если ты пишешь на уровне Третьяковки, но не делаешь ничего нового, смысла в твоем творчестве нет никакого. Не нужны миру ни новые Шишкины, ни новые Малевичи, так что блаженны нищие духом, те, кто просто радуется жизни, а не мажет холсты в поисках чего-то. И такое же письмо на эту же тему, Винс Наталья, 8232. Я всю жизнь мечтаю начать учиться рисовать, но только начинаю, и нападает такое уныние, страх, апатия, приходит мысль, а кому это нужно. Ну, распространенный вопрос. И бывало так, что вот я после перерыва большого начал опять выставляться в ЦДХ, и я вижу, как у коллег покупают работы, мимо меня проходят, и вот эта вот мысль такая же, вообще вот то, что я делаю, нафиг никому не нужно. Я делаю типа круто, а все проходят. Ну, если сделано, если вы чувствуете, сделано качественно, что, как вы говорите, на уровне Третьяковки, то есть можно рядом поставить свою работу с Левитановской, например, то наш начальник нашей поликлиники, санатория, вот этого госпиталя, хочет, чтобы вы, наверное, набрались терпения. Умели ждать, если это действительно качественно. В общем, все усилия я предлагаю направить на качественную живопись. Все. Дальше она живет своей жизнью. Вот каждый об этом знает. Мы написали работу, с этого момента наша деятельность с ней заканчивается. Либо нам нужно самому ее продавать, то есть быть еще пиар-менеджером и все такое, либо доверить продажу галереи. Как будет? Может, она на аукционе Сотбис продастся за миллионы долларов. Мы не знаем. Судьба каждой работы уникальна. Да, может быть, она будет у кого-то на чердаке, где-то через 100 лет ее найдут и скажут: боже мой, это Аморалкин. Или это Винс Наталья, 8232. Но нам-то нужно сейчас. А сейчас что? Только блаженство от того процесса, в котором мы находимся, когда пишем. Этого достаточно. Вектор в этом смысле меняется из поиска клиентов и думы о них, что, о боже мой, как бы так сделать, чтобы на нее обратили внимание. Вектор меняется на вовнутрь, на то, чтобы мне нравится, на то, что я ищу новизну, я стараюсь, совершенствуюсь, стараюсь вытащить из себя вообще нового Аморалкина. И, кстати, в ваших словах истина. Но не делаешь ничего нового. Так делайте новое. Новое – это писать по-новому каждую работу. Опыт показывает, если вы действительно испытываете восторг, блаженство, радость, когда работаете, вот этот подъем, то обязательно в мире, если вы показываете свои работы каким угодно способом, через интернет, я не знаю, выставки, конечно, живьем надо показывать, так в мире найдется тот человек, может быть, единственный, который просто с ума сойдет от этой искренности, от этой правды, убедительности. Нужно направить на это все внимание, и не переживать. А кому нужно, ничего не найдется, так это вот энергия, вот эта вот унылая такая вот, она же впечатывается в работу, и зритель считает ее, что это никому. Человек писал, который вот в такой вот депрессии находится, что пишет, а сам думает: блин, что я делаю? Все равно никогда не купит, все равно все плохо. Пойду лучше чаю выпью.
в конце конечной заставки этого ролика будет прямая ссылка на видео, которое я рекомендую посмотреть, о том, как мы писали на академичке зиму прошлый год. Это был класс на академичке. Я очень люблю писать зимой. Хочу вас заразить этой страстью.